Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике супер дешевая кафешечка. Придорожная, цены очень низкие, выбор блюд крайне коротенький. Поэтому закажем практически все меню. В основном это спрингроллы и кое-что еще. Пельмешки. Короче говоря, давайте посмотрим, сколько можно съесть за, не знаю, рублей 500, например. Обслуживание здесь моментальное. Между тем, как ты заказал, и тебе все принесли на стол, проходит примерно минуты 2. Соответственно, Роман захотел, не знаю, что это за йогурт какой-то, да? Со льдом. Йогурт со льдом, хорошо. А мне он взял чай моча. Ладно, сейчас попробуем. Стоят они по 15 тысяч каждый. Напиток всегда нужен, когда есть что-то сухомятку. А я вижу, что у нас будет сухомятка. Ну да, это просто трава, знаете ли. На поле сходили, накосили. Вот сюда тебе ее положили. Очень распространенная здесь штука. Удивляться вкусу не перестаю, как можно просто пить какую-то осоку. Ладно, неважно. Здесь у нас первым блюдом выступает пельмешки с креветками. На мой взгляд, неплохая порция. Один я ее вполне себе мог бы осилить, если бы был голодный. Но сразу парочку штук, да, здесь креветки внутри. Жвачка знатная. Это вкусно, это стритфудно. Вы знаете, здесь разговора о свежести морепродуктов, нет и не идет вообще. Дело в том, что здесь достаточно много теста. Во-вторых, креветка осталась в панцире. В-третьих, я уверен, она и не чищенная, она просто малюсенькая. И вот тебе такая закусочка. Как Рома любит, кстати, вместе с хитином. Ну да. Это забавно, это по-местному, это колоритненько. Кое-где хитин на самом деле доставляет небольшой дискомфорт, но по вкусу это прикольно, потому что здесь классно обжаренный хрустящий лучок, он прям фритюрный такой, знаете ли. Тесто необычное, это такая тверденькая желеха. Внутри обычная креветка. Учитывая стоимость, а здесь все будет появляться, это очень недорого, это симпатично для небольшого перекуса, когда ты, допустим, путешествуешь, какие-то свои интересные места посещаешь, которые ты себе выбрал, и вот так вот заскочил перекусить. Будем действовать достаточно быстро, у нас много всего попробовать. Приступаем к следующему. Роман, ты пока потихоньку пробуй креветочки, а мы тем временем приступаем к жареным спрингроллам. Это, пожалуй, блюдо вот сегодня, которое здесь самое дорогое. Очень масляное. Что внутри напихано, не знаю, но похоже на рыбу. Вообще забавно. Горячие. Они с той же рыбой, что в салате. Да? Ну, селедка, значит. Я скажу так. Я на обзоры частенько приезжаю голодный. И для того, чтобы прочувствовать вкус. Вот когда ты голодный и тебе вкусно, это значит, в принципе, это блюдо вкусное. А если ты когда сытый, и ты такой, это не очень, это еще не значит, что это невкусно. Это значит, что ты просто сытый. Но вот когда ты сытый и тебе вкусно, тогда уж совсем понятно все. В данном случае я могу сказать так. Для меня это слишком масляно. Но внутри рыбешка, какой-то намес, это прикольно, это неплохо. Давайте попробуем, что вот это такое. Я хочу перед тем, как свертеть спрингролл, попробовать по отдельности. Для начала, что вот это. Это похоже на резаная шкура, то ли свиная, то ли какая, с чесноком. Вот знаете, у нас сало продается, чесночное, обычное, полноценное сало. Вот это, считай, тот самый вкус, но когда ты ешь струженную шкуру от сала. Вообще это, прикольно. Я как любитель как раз-таки всякого сала могу сказать да. Да что ж так много-то? Да чуть-чуть. Очень много чеснока. Приятная шкура пожевать, слегка резинистая. Это интересная вещь. Мне кажется, спрингролл с яйцом, с какими-то колбасками,
и с вот этой вот шкурой вполне себе имеет право на жизнь. Давайте его и свертим. Ром, пока я кручу, твое мнение по пельмешкам. Слушай, а я всегда, когда вижу вот эти пельмешки, я их покупаю, потому что они мне очень нравятся. Но их не на улице не стационарно продают, а обычно курсируют люди, которые с едой. И у них всегда вот в упаковочке за 20 деньгов есть порция таких пельмешек. Но у них чаще всего не такое большое количество теста, как здесь, и тесто не такое резиновое. Но здесь тоже свой прикол есть. Ты ешь как будто жвачку, вкусненькую, со вкусом креветки. Тоже прикольно, мне понравилось. Ну, то есть ничего такого криминального в этом не присутствует. Человек, который совсем новичок и первый раз приехал, и вот он такое попробовал, что ты скажешь? Какие у него могут быть ощущения на этот счет? Я думаю, что понравится, потому что здесь нет ничего вонючего, противного, как бывает во Вьетнаме. Вкус приятный, необычная консистенция. Попробовать стоит. Я пока вот тут навертел, у меня возник вопрос, а засунуть ли кусочек манго? Ну, наверное, засунем. В принципе, манго зеленый, который, вы знаете, он не сладкий, он дает такую кислоту именно сюда, мне кажется, подойдет к свежему огурчику, к яйцу. И, как вы видели, я достаточно много положил еще вот этой вот шкуры с чесноком. Давайте вот это завернем и с соусом вместе обмакнем. Здесь еще что интересно, у них на столе присутствует и уже почищенный чеснок, и опять же перчики остроты. Я хочу небольшой зубчик вот так вот туда же и запихнуть. Ну, все-таки здесь чеснок уже присутствует вместе со шкурой, но я-то любитель чеснока, вы же понимаете. А это вкусно! Это реально вкусно. Совершенно непритязательная вещь. С точки зрения простоты приготовления. Ты сам все вот навертел, ты сам все это видел. Соус очень неплохо подходит. Ой-ой-ой, вывалилось. Сейчас будем спасать срочно. Но это классно. Это классно, здорово. Я не ожидал такого сочетания, когда свежий огурец настолько здорово заходит. Свиные вот эти вот шкурки с чесноком, дополнительный чеснок и колбаски мясное наполнение имеют, но они сами по себе нейтральные. Другими словами, а я этим спрингроллом не то что доволен, а очень доволен. Кто-то спросит: Костян, а чего ты использовал только один вид колбасок, который вот здесь вот присутствует, а вот эти вот, мол, не взял? Ребят, я, наверное, все-таки еще не дорос до того, чтобы пробовать вот эти вот самые анисовые колбаски. На мой взгляд, вот это действительно то, что туристу, во-первых, будет необычно, а во-вторых, вряд ли понравится. Ну, давайте я в очередной раз попробую и попытаюсь описать вам этот вкус. Это сладко. Это чесночно. Это слишком сладко. Вот прежде всего, ребят, это очень и очень сладко. Здесь нейтрально. Здесь чесночок. Ну, чеснок с сахаром хорошо, он бывает сочетается. Вот конкретно этих штуках даже анис не настолько сильно чувствуется, насколько чеснок и сахар. И, ну, мясо, когда сладкое, я все-таки люблю, знаете ли, когда оно глазируется, например, ну, с медом, там, курочка, да, окей. Когда просто оно, значит, корочка какой-то сладенькой покрыта, а внутри оно нормально. Эти колбаски все-таки еще пока не для меня. Роман, скручивай обязательно вот такой спрингролл, ну а перед этим пробуй вот зажаренный. И ждем твоего мнения. Сейчас Роман попробует все и услышим. Я, наверное, пока еще одну штучку съем. Эти креветки прикольные. Кстати, Ром, а ты про хитин-то сказал? Тебе как? Ну, это маленькие креветки, у них очень тонкий хитин, поэтому вообще без проблем. Ну, я его все-таки вот чувствую. Ой, остроты. Сейчас мне попалось прилично. Хо-хо!
Прям очень прилично. Подождите. Ну, дают ребята. Не стесняются. С одной стороны, я этому рад, а с другой стороны, просто будьте аккуратнее. Вы приехали в экзотическую страну и пробуете экзотические блюда. И острота в данном случае никто вас не спросит. А вам надо? Не надо? Вы в стритфуде. Здесь они готовят для всех одинаково. Это вам не ресторанчик. Главное, ром, да, вот, свининки побольше навали, очень хорошо. И можно сразу же, вот еще и зубчик чеснока, чтобы заворачивать уже с ним. Это вкусно, вкусно. Даже можно заранее не пробовать. А теперь у нас всем известный, ну или не всем, но многим, по крайней мере, салат с селедкой. Тут много есть о чем сказать, поэтому, Роман, сначала твое мнение по поводу спрингрольчиков. Вот эти вот, которые ты говоришь масляные, они реально очень масляные, но при этом они вкусные. Поскольку ты не каждый день ешь такую еду, почему бы и нет? Там раз в месяц можно Ну, я бы парочку максимум осилил, наверное, да? Вот. А вот который сам сворачиваешь, это намного круче. Там и свежесть огурчика, и манго зеленого, и колбаски не противные, если не добавлять вот эти анисовые, конечно. И очень классно сочетается вот с этим арахисовым соусом. Прямо вообще супер. Он, кстати, не острый абсолютно, он сладенький такой, действительно ореховый, арахисовый, все верно Ром подмечает. И вы знаете, ну это, Ром, это был самый вкусный спрингролл за всю историю, которую вот мы, наверное, пробовали. Ну, если я не могу другого такого же вкусного вспомнить, наверное, да. Сейчас появится по съемке, потому что мы не все в этот спрингролл даже добавили, потому что у нас еще целая миска травы, но то, как мы сделали, это супер вкусно, а отбалансировать, если хотите, можно еще дополнительной мятой, листьями салата и что там у них еще накидано. Это, пожалуйста, экспериментируйте. Но спрингроллы получились очень вкусные, а во-вторых, действительно дешево. Теперь же давайте смотреть более крупно, и я скажу, какие у меня вопросы к этому салату. Давайте, как обычно, разберем его на составляющие. Ну, рыбешки, селедки, да, имеются. Кстати, и сам ресторанчик-то, если это можно назвать ресторанчиком, называется селедочные роллы. Поэтому да, здесь селедка вот не малюсенькие рыбешки, а достаточно крупная, как вы видите, нарезанная. Ну, не супер, конечно, крупная, но понятно, нарезанная. Окей, порция. Порция, вот к ней у меня небольшой вопрос. Сама селедка вроде бы как в наличии, лук абсолютно свежий, как вы видите, никто его ничем не мариновал. Вот порция, да, это, ребята, раза в 2, наверное, меньше, чем мы за те же деньги пробовали в рестике. Ну и лучок, на мой взгляд, можно подмариновать. Хотя, почему нет? Наверное, имея в виду свой собственный стиль, ну вот они подают так. Для начала давайте саму селедочку попробуем. Вот я 3 кусочка взял, тут острота еще тоже попалась, и арахис сверху застрял, нормально. Она маринованная. Селедка як селедка, понимаете? На мой взгляд, даже слишком уксусная. Это закусочная селедка. Это, скорее, знаете ли, вот так вот ее употреблять, нежели, тем более, что да, здесь прям еще и свежий лук. Ну, просится. Само собой просится. Салатом, который бы я полностью вот так съел, я бы это все-таки не назвал. Скорее всего, я предполагаю, я вот смотрю тоже на Романа, не знаю. Не исключено, что они предполагают из этого тоже вертеть спрингроллы. Не исключено, что так и есть. Давайте я попробую это сделать. Ром, ты пока вот просто так тоже попробуй. Вот, а я какой-нибудь кусочек этого рисовой бумаги вот достану и попробую что-то свертеть. Вот, с остротой, с лучком, с кинзой в обязательном порядке. Ну, селедки все-таки здесь хоть не особо мало. Здесь можно разгуляться. То есть так нормально накидать ее. Ну и хочется каких-то еще, да,
Ну, селедка огурец, наверное, не очень будет, а вот селедка свежий манго. И давай каких-нибудь пару листочков еще найдем. Вот, например, базилик и листик салата. О, что-то наваял. Ну и соус тот, который подавался к этому салату. Попробуем. Так, много мне соуса не надо, окей. Как вам описать? Это достаточно кисло. Несмотря на соус, в котором плавает много чеснока и много семечек острых, он не возгорающий. Что же касается по вкусу, это кислота с не пойми каким наполнением. Давайте без соуса попробуем. Скучно. Скучно. Кисло, уксусно, немножко травы. Даже этот базилик-то особенно не помог. Ну, да, что-то в нем присутствует, но, на мой взгляд, вот это самое дорогое на сегодня блюдо, по-моему, да, Ром? Да, 100 тысяч. Да, 100 тысяч стоит. И, ну, селедочка и селедочка. На мой взгляд, все-таки селедка настолько классная рыба, что ее можно сделать намного более интересной, нежели вот так вот просто замариновать и подать. Я и сам здесь постоянно селедку готовлю, например, и соленую, да и мариную тоже, да и жареная, она тоже вкусная. У меня, кстати, шорс есть на канале, как я солю селедку. Классная, вкусная получается. Покупаешь замороженную, поэтому она может быть не самого лучшего качества, но то, что вкусно, это да. Какую бы я выбрал, Роман у меня тоже соленую селедку пробовал, в сравнении с этим никакого. У меня во 100 крат лучше и вкуснее. Я бы выбрал, конечно, кусочек икры, соленая селедочка и вот ровно те же самые, только тоненько нарезанные кольца лука. Можно и, да, свежей зеленью тоже посыпать, все будет здорово и хорошо. Это бы я выбрал однозначно. Роман, по поводу салата, ты будешь крутить спрингролл? Честно говоря, я тебе даже советовать это не буду, потому что с этим соусом это будет кислятина, без этого соуса это будет меньшая кислятина, вот и все. Не, спрингролл крутить не буду, а сам вот этот салат мне понравился. Это, конечно, не как они по классике там на острове делают, или вот мы в прошлый раз в ресторане пробовали, то есть это они в каком-то своем стритфудном стиле сделали, но все равно это круто. Это замаринованная селедка очень круто сочетается с обычным свежим нарезанным лучком. Я бы полностью съел и был бы остался доволен. То есть, мне прям И изжога бы тебя не мучила от такого количества уксуса? Да вообще нет. Да вообще нет. Но я уксус не почувствовал. Я почувствовал, что там кислота есть какая-то. Насчет уксуса не знаю. Так это кислота уксусная. Ну ладно, неважно. Поэтому у нас и есть тут два мнения. В данном случае исключительно у Романа такое, у меня сякое. Не знаю, стоит ли селедка таких денег, тем более, что здесь по факту две рыбинки вот такие вот некрупные, порезаны. На мой взгляд, скучно, просто вот и все. Из селедки можно сделать намного более интересное блюдо. Но если нравится такое, окей. А у нас осталось попробовать по штучке вот таких вот непонятных каких-то котлеток. Роман. Очень масляно, но что-то в этом есть. Это достаточно жесткий фарш, перемолотый настолько, что он резиновый. Из довольно лежалой свинины, но такое впечатление, что там и говядина тоже присутствует. То есть это фарш домашний, то, что у нас называется. Вообще эти котлетки, да, мне понравились. Это напоминает по вкусу домашние котлеты, но они просто вот резиновые, жирности внутри никакой нету, снаружи только вот фритюрная какая-то жирность присутствует. Ну, как бонус, очень даже неплохо. Они просто к какому-то из блюд прилагаются. Короче говоря, что касается этой забегаловки, спрингроллы действительно крутые. Они молодцы. Они не зря назвались
селедочными спрингроллами здесь, потому что да, рыбка неплохая, рыбка вкусная, навертел себе спрингролл, и самое главное сегодня, что мне больше всего понравилось, это вот эти вот ошметочки, значит, шкуры, перемолотые через мясорубку с добавлением более крупных частей и с чесноком. Этот спрингролл действительно зашел. Роман, а тебе больше всего что зашло сегодня? Ну, прям больше всего. Я понимаю, мне креветки тоже зашли. Но да на и первом селедка, месте- как закусь, тоже сойдет. Ну, На больше первом всего. месте вот салат селедочный. Вот это на да. первом. А на втором пельмешки из креветок. На втором пельмешки из креветок. У меня, наверное, первые это вот те спрингроллы, которые мы навертели. Второе место занимают все-таки креветочки. Третье уже вот эта вот селедка. Ну и четвертое вот эти, наверное, зафритюренные, уж совсем масляные спрингроллики. Вот такая была забегаловка. Поэтому, на мой взгляд, если вы просто едете мимо, вот так остановились, то с удовольствием можно перекусить. Тем более, что это недорого. Через 2 минуты мы узнаем общий счет и как раз посчитаем, сколько нам на каждого это вышло. Ну а по итогу, господа, у нас общий счет получился на 260 донгов. Как я и в самом начале говорил, это примерно по 500 рублей на человека, что, на мой взгляд, очень даже неплохо. Вполне себе сытно, нормально, можно поесть. Насколько это уж вкусно, решать вам. Я сегодня и порадовался, кое-где разочаровался, но в том числе это, по крайней мере, недорого, это сытно и можно смело этим питаться стритфудом во Вьетнаме. Так что смело в него заскакивайте. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Вьетнамский стритфуд – это нормально, это вкусно. Нас на заднем фоне еще снимают. Забегаловка с супер дешевыми ценами. Нельзя говорить супер дешевыми ценами. Цены бывают низкие, поэтому все заново. Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике супер дешевое... Да, я сам себя сбил. Давай еще разочек.